Многие наследники криминальных авторитетов стремятся дистанцироваться от прошлого родителей, получают образование за рубежом, строят легальный бизнес или ведут светскую жизнь. Однако некоторые сталкиваются с последствиями репутации семьи, например, с трудностями при создании имиджа или с интересом со стороны СМИ. Стоит отметить, что информация о частной жизни этих людей может быть неполной или противоречивой, так как многие стараются сохранять конфиденциальность. Судьба наследников криминальных авторитетов 90-х сложились по-разному. Некоторые отошли от преступного прошлого, другие продолжают вести бизнес или сталкиваются с последствиями репутации родителей. Дети деда Хасана. Дед Хасан, он же Аслан Усаян, был влиятельным российским криминальным авторитетом и вором в законе, который действовал на постсоветском пространстве и Западной Европе. Он был лидером кавказских преступных группировок, придерживался ортодоксальных взглядов на воровское сообщество и выступал в роли арбитра в криминальных конфликтах. Был убит в Москве в 2013 году снайпером Надари Усаян, сын деда Хасана. В прошлом был совладельцем нескольких предприятий, включая компании, связанные с авиатехникой, арендой автомобилей и сетью кафе «Русское бистро». Имел долю в фирмах за рубежом, в том числе в Австрии, где приобрел недвижимость. По некоторым данным, большую часть времени семья Надари проводит в Австрии. Сам он не привлекался к уголовной ответственности, но предприятия, в которых он был совладельцем, фигурировали в криминальных делах. Нуна Усаян, дочь деда Хасана, проживала в Тбилиси и Сочи. В криминальных сводках не упоминалось. По некоторым данным, у нее есть сын Амар Фараян, который играл в юношеской команде «Динамо Киев». О его связях с криминальным миром информации нет. Ираклий Усаян, внук деда Хасана, в 2018 году прилетал в Армению накануне воровской сходки, но мероприятие не состоялось из-за вмешательства полиции. В 2019 году был задержан на сходке в Люберцах, однако достоверных сведений о его криминальной деятельности нет. Ходят слухи, что он покровительствовал некоторым звездам эстрады. Дети Тариэла Аниани по кличке Таро. В конце 70-х Таро признали вором в законе. В 80-х Аниани считался одним из самых авторитетных воров Москвы. С 2009 по 2019 год Тариэл Аниани находился в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. В 2019 году его выпустили на свободу. В 2020 году Таро уехал в Испанию, где его арестовали и приговорили к 4 годам тюрьмы, а также штрафу в размере 36 тысяч евро. В 2021 году ему удалось выйти из испанской тюрьмы. С тех пор местонахождение преступника неизвестно. У Таро двое детей, сын Буба и дочь Гванца Мария Аниони. Долгое время единственный сын вора в законе жил в Париже, в Барселоне, а затем вернулся в Москву, где учился в британской международной школе. Высшее образование Буба Аниани получил в Лондоне. В настоящее время сын Таро живет в Москве. Из соцсетей можно отметить увлечение Аниани. Он болеет за футбольный клуб «Барселона» и любит сериал «Бригада». В 2017 году основал нефтяную компанию ТД «Смолнефть». В сентябре 2025 года женился в Грузии. Свадьба прошла с участием звезд и представителей светской Москвы Гванца Мария Аниани. Также получала высшее образование в Лондоне, а затем переехала жить в Москву. Девушка вела страницу в Instagram, где рассказывала о своих путешествиях. Она часто посещала греческий остров Микос, королевство Монако и Грузию. В настоящее время профиль Гванца Марии закрыт. Григорий Терентьев, сын Сергея Терентьева, лидера ОПГ «Уралмаш». В начале 2000-х его вместе с другими участниками группировки осудили на 13 лет за организацию преступного сообщества, вымогательство, терроризм, убийство и грабеж. Но вскоре Верховный суд Терентьева оправдал, и в 2002 году он вышел из СИЗО. Его сына, Григория, долгое время называли коммунальным королем. Терентьев-младший владел управляющими компаниями ЖК «Адмиральский», ЮКэнерго, а также УК «Екатеринбург», УК-Дом и УК «Татищевский». Неофициально в сферу влияния Терентьева, по данным СМИ, входили также ряд других компаний. Помимо этого, вместе с Алексеем Вихаревым он через ООО «Немезида Инвест» владеет Северным автовокзалом. Кстати, семьи Вихаревых и Терентьевых дружны, у них есть квартиры в одном доме. Антон Салоник, сын Александра Салоника,
известного в криминальных кругах как Саша Македонский, одного из главных российских киллеров 90-х годов. По данным следствия, на счету Салоника более 20 убитых криминальных авторитетов. Начавший свою криминальную биографию в Курганской ОПГ, киллер трижды сбегал из-под ареста, в том числе из московского СИЗО «Матросская тишина». Как рассказал его сын Антон, отец спустился в бега, когда ему было 2 года. Мать Антона отказалась бежать вместе с киллером, выбрав спокойную жизнь. О том, кем на самом деле был Салоник, Антон узнал в 13 лет случайно. Причем подробности криминальной жизни родителя его не испугали, как и перспектива преследования бандитами. До 13 лет Антон считал, что его отец погиб в автокатастрофе, хотя на самом деле Салоника в 1997 году убили на его вилле в Афинах рядовые киллеры Ореховской ОПГ. Уже в сознательном возрасте Антон не стал менять фамилию. Сейчас Антон работает, занимается музыкой, воспитывает сына, не осуждает отца, хотя в детстве чувствовал злость из-за его отсутствия. Дети Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, Эдуард и Геннадий, сыновья от первого брака с Лидией Айвазовой, оба живут за границей. Эдуард в США, Геннадий в Австралии. Не афишируют происхождение, владеют недвижимостью в России. По данным источников, ведут легальный бизнес и не связаны с криминалом. У Калины Никифоровой, одной из близких боевых подруг Япончика, был сын Виктор, которого Вячеслав Иваньков усыновил. Мальчик боготворил своего отчима и старался подражать ему во всем. В 22 года Виктора Никифорова короновал сам Япончик. Витя Калина, как звали пасынка Иванькова в уголовной среде, говорил про себя: «Если бы я не стал вором, я стал бы артистом». Он любил читать, был меломаном и очень тяготел к роскошной жизни. Фактически, Витя стал одним из самых молодых авторитетов. Это происходило в 90-е годы, когда воровской закон стал чем-то призрачным и появились воры, покупавшие себе высокие звания за деньги. Некоторые из новых авторитетов даже ни разу не приступали порог исправительных учреждений, но Витя был не из их числа. Он был осужден в 18 лет. Жизнь молодого вора в законе была недолгой. В 1992 году возле собственного дома он был смертельно ранен выстрелом в затылок. Приемному сыну одного из глав криминального мира было 28 лет. Еще один родной сын Япончика от молодой любовницы воспитывается Мишкой-боксером, охранником и по совместительству переводчиком Иванькова. В криминальной среде нередко бывает, что вдовы и подруги авторитетов переходят по наследству к другим членам бандитской группировки. О том, как растет и воспитывается ребенок, практически ничего не известно. Дочь Сергея Цапка, Анастасия Феррер, известна как любительница красивой жизни. Судя по ее страницам в соцсетях, девушка много путешествует, останавливаясь в дорогих отелях, посещает громкие вечеринки, а также носит люксовые бренды. А еще она любит быструю езду. За последние 3 года Феррер получила 169 штрафов более чем на 200 тысяч рублей, большая часть из которых была за превышение скорости. Вот и в ночь на 30 сентября в селе Николаевка, Ростовская область, Анастасия привычно давила на газ. Ее черный люксовый спорткар Mercedes AMG GT разогнался на улицах села до 136 км в час при допустимых 60 км в час. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и протаранила стену жилого дома. Чудом никто не пострадал. В момент аварии семья хозяев была в гостях. Вместе с Анастасией в машине был ее молодой человек. Несмотря на то, что авария обошлась без пострадавших, она получила широкий резонанс, во многом из-за поведения виновников. Как сообщал телеграм-канал Мэш со ссылкой на очевидцев, Анастасия могла быть пьяна. Угрожая прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, запрещала снимать, обещала проблемы и позорное увольнение. А спутник девушки, по данным издания «База», грозил полицейским, что те встанут на колени, если будут проблемы. Впрочем, сотрудники ДПС все равно составили в отношении девушки протокол. Ей грозит штраф и лишение прав на срок до 2 лет. Известно, что 63-летний хозяин поврежденного дома поначалу хотел судиться с семьей Сергея Цапка из-за аварии, но уже 5 октября мужчина подписал документы об отсутствии претензий к Анастасии Феррер. Стороны заключили мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба. Компенсация была передана хозяину дома. По данным «База», ее размер составил 2,5 миллиона рублей. Андро Топурия, отец певицы Кэти Топурия,
Проблемы с законом у мужчины начались в 80-е. Первый раз его посадили в тюрьму в 86 году. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство. В 96 году Андро Топурия получил новый срок – 6 месяцев тюрьмы. В 2000-е мужчина некоторое время находился на свободе. В 2010 году его задержали сотрудники полиции за хранение наркотиков. Топурию приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако спустя пару месяцев он скончался от передозировки. Кэти Топурия, единственная дочь криминального авторитета, начала свою карьеру в 2000-е. В 2005 году грузинский продюсер Ната Думбадзе предложил группе А-Студио прослушать девушку в свой коллектив. В этом же году Топурия стала участницей А-Студио. В 2021 году Кэти Топурия рассказала в одном из интервью об отце. Она объяснила, что он никогда не был убийцей. То, что пишут в интернете, неправда. Неправда то, что он был убийцей. Я вам скажу, как так случилось, что эта фраза вообще появилась. Когда папа был подростком, во дворе была драка. Ему было лет 17-19. Во время драки умер пацан. Другие убежали, а папа остался. И он не сказал, кто это сделал. Он взял это на себя. Отсюда появилась эта фраза, будто он сидел за убийство, призналась артистка. Певица рассказала, что Андро Топурия был суперотцом и вором в законе. Это были 90-е годы, когда мы жили в Грузии. Он был вором в законе. Такой был период в Грузии сложный. На улицах порядок наводили они, поделилась певица. Дети Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр, Денис и Анастасия, дети от первого брака, проживают в Европе, по разным данным в Швейцарии или Великобритании. Информация о их деятельности крайне скудна. Известно, что получили высшее образование за границей и работают в сфере финансов, консалтинга, не комментируют прошлое отца.